Да ладно, с Ducati, с PlayStation Portable. Блин, работает. Работает. И вы сейчас спросите, а на чем же оно работает? А я вам объясню. Кстати, как прелестно. На вот такой вот ретро-консольке, вот такой вот, которая сделана из ТВ-бокса, ай-яй-яй, с двумя геймпадами, которая, в отличие от других, стоит недорого, хотя и не без своих нюансов, о которых мы сегодня поговорим. Но сам факт, все это дело заработало. Давайте сейчас мы с вами, знаете, что сделаем? Вот если вы хотите сейчас увидеть больше игр, именно какие там игры, посмотрим, какие там ретро-консоли, ретро-компьютеры, то смотрите до конца, а мы сейчас перейдем с вами, посмотрим, сколько он стоит, распакуем и, конечно же, еще потестируем. Так что на канале Технозон вот такая вот ретро-консоль, как они обещают, это Кинхан, кстати, обещают 90 тысяч игр. Так что поехали. Технозон. Та-дам, мы на Алиэкспресс. 58,85. Была версия на 60 тысяч игр, но осталась конкретно на 90 тысяч игр. У нее в комплекте идет 256 гигов карточка на Amlogic S905X4. И, кстати, вот это, вот, чтобы вы понимали, это Tanix TX4. Tanix TX4, либо вот такой вот HK1 Airbox X4 на Amlogic. По сути, вы можете сами записать такую карточку, вставить, и у вас будет такой же самый эмулелек. Да, они это все сделали на базе эмулелека, эмуэлека, вот так вот давайте будем называть правильнее, и все работает. Хотите, покупайте такую версию, хотите такую, но поверьте, 39,59 купить ТВ-бокс, да, плюс 2 геймпада, да, тут не самые лучшие геймпады, сейчас на распаковке посмотрим. Но это не те игры, которые требуют каких-то ультимативных геймпадов, которые, там, например, как у меня, он Тарантула, да, Тарантула геймпадик. Ничего себе, он-то и стоит, я вам скажу, больше, чем вся эта вместе сборка взятая. Поэтому, ребят, давайте посмотрим, что они сами заявляются. Тут у нас iMlogic S905X4, кстати, он же может как TV-бокс работать. И я делал обзор на Tanix, какой Tanix? На Vonter. Это Vonter X4. Боже, позор, ребята. Заговорился, короче. Это Vonter X4. На Amlogic S905X4, на Mali G31, 4 гигабайта на 32. Мало того, здесь 1000 мегабитный LAN, 60 эмуляторов, как они пишут, и у него есть активное охлаждение. Тоже сейчас покажу, даже разберем. Да, они пишут, что это EmuELEC 4.6 гейм-система, Android 11, ну там не tvOS, там плюс Core ELEC по сути. Короче, такое себе дело, то есть сами себе там придумали. Ну 4К, это не зря, конечно, заявляют. 4К в самих этих игрушках это ни о чем, а TV-бокс здесь посредственный. Хотя, чтобы вы понимали, можно даже накатить сюда Slimbox прошивку. Если хотите, это тоже возможно. Но оригинальный обзор я уже делал, в описании под видео оригинальный обзор на Vonter X4, поэтому здесь не место его. Мы не рассматриваем его конкретно как TV-бокс, мы рассматриваем конкретно как вот этот вот эмулятор, да, самый простой. Поддерживает 4 плеера, но у нас тут про 2 ведется речь, про 2 плеера. И он немножко кастомизированный из-за того, что у него есть активное охлаждение. Слушайте, пошли немножечко распакуем и потом вернемся уже на тесты. Кинхан. Вот такой вот ретро-гейминг, ретро-консолинг, елки-палки. Android 11. Тут, конечно, нам напихали ROM 32, RAM 4, Wi-Fi 5 ГГц, USB 3, 8К. Но мы-то все прекрасно знаем, что это за платформа. Они берут Vonter X4, дорабатывают и выпускают вот такие вот штучки. Смотрим, что там, еще одна коробочка, что ли? О, все, я понял. Итак, у нас есть вот таких вот два самых обыкновенных геймпада, в которых есть, смотрите, вот такие вот донглы. На 2 батарейках работает. Геймпад самый простой, проводной, по факту, просто с радиодонглами. Ну, я не буду обещать, что там не будет дрифта и не будет, допустим, мертвых зон, потому что это очень мега дешево, но для ретро-гейминга больше и не надо. На самом-то деле, давайте будем честными. Сама по себе консолька, ну или как ее называют, это обыкновенный ТВ-бокс с блоком питания, скорее всего, 5 вольт 2 ампера, 5 вольт 3 ампера. Да ладно, 2 ампера, 3 ампера, 3 ампера. Ладно, хорошо, знаете почему? Потому что они на обыкновенный Vonter, даже видите, как неаккуратно пропилили
пропилили охлаждение, то есть они сделали кастомное охлаждение, но пилили уже с наклеенной пленкой. Ты видишь? Это что так выглядит. Ну, это надо, само собой, снимать, конечно, эту пленку. Это просто трэш. Трэшово. Вот смотрите, вот так вот. Вы поняли, да? Ну, имеем, что имеем. Короче, такое себе. Сейчас мы ее будем подготавливать, уже включать, настраивать. Здесь у нас, в принципе, все стандартно. Спереди часики, он может работать и как ТВ-бокс. Здесь запечатанная флешка с играми. У нас здесь Type A на Type A, Type USB 3.0, USB 2.0, LAN J45 на 1000 мегабит, скорее всего. У нас HDMI, SPDIF, выход на 5.1 звук, и есть вход питания. Есть HDMI обыкновенный и пульт, самый простой, как у обыкновенного ТВ-бокса. Слушайте, ну это прям вообще трэшово, но то, что есть охлаждение, ну вообще, как оно вообще сделано? Будем откручивать? Будем откручивать. Я хочу прям посмотреть, что там. Ох, как оно выкручивается, капец противно. Ни хрена себе шурупы. Если они сделали нормальное охлаждение, то в принципе это должно нормально работать. А ну, сдвинется. О, активное охлаждение. Ну ладно, уже более-менее, там достаточно большой радиатор, как на X4, да, на Вонтере. И в принципе активное охлаждение. Посмотрим, хорошо, что легко открывается и можно легко его чистить, грубо говоря. Ну что, готов уже пойти и подключить и все это потестировать. Посмотрели, давайте будем выходить уже из Ducati, а это не тот геймпад. Так, вышли и давайте посмотрим, какие же у нас есть с вами эмуляторы. PSP, PlayStation простой, Neo Geo Pocket, есть у нас Neo Geo разные версии, кстати их дофига. Sinclair ZX Spectrum, Sinclair ZX81, Sega Naomi, Dreamcast, Sega Saturn, Sega 32X, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, Genesis Hux, Sega Genesis, Sega Mega Drive, потом Sega Master System, Sega SG-1000, Atomis Wave, я даже не знаю, что это за консоль. Open Board, 3DO, Nintendo DS, Pokemon Mini, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64, Virtual Boy, Super Nintendo, там, ну это хаки, короче, Super Nintendo, Super Famicom, Game Boy, Disk System, это что у нас, Family Computer Disk System, опять Nintendo хаки, Nintendo Entertainment, Family Computer, Game & Watch, Super Graphics, я никогда такой тоже не видел, PC Engine. А что у нас тут на PC Engine? Это старые какие-то... все, я понял, что это за консолька. У нас, знаете, что прикольно? Что показано, какая консолька здесь выглядит как. Vectrex, MSX2, MSX1. Кстати, я на MSX, знаете, сколько играл? Я когда-то у нас в нашем Запорожском государственном университете стояли такие MSX, и мы на них играли. Intel Vision, Odyssey 2. Боже, слушайте, Amiga CD32. Кстати. Amiga простая, на Амигу я когда-то программировал. А это что, Commodore 64? Прикол. ColecoVision, Capcom, Usebox, WonderSwan. Слушайте, смотрите, сколько Lynx, Atari 7800, Atari ST, Atari 5200, Atari 800, Atari 2600. Что это такое вообще? Это аркадные автоматы пошли. Тоже FB Alpha, Arcada Classic, GX 4000, Amstrad. Да ладно, и все игры, еще и Supervision есть. Но давайте немножко поиграем и попробуем, чего здесь вообще есть. Ну, само собой, одни из самых таких конкретно замороченных, это у нас PlayStation, да, PlayStation и PSP. X-Men, вообще практически полный набор игр. Вормсы есть, да ладно, сейчас выборочно будем проверять что-то. Viva Soccer, что у нас там? Гара Волкер, УЕФА. Вот хочется что-то вот такое, знаете, самое знаменитое. Тони Хок, Том Брейдер, третий, последний был здесь, хорошо. Том Клэнсис Rainbow Six, Titan Wars Europe. Что у нас тут еще есть? Thunder Force. Слушайте, огромное. The King of Fighters, ну такое себе дело. Кроссмастер, шахматы, может кому-то нравится, шахматы здесь слабые, кстати. Tekken 3, поиграть можно. Еще супербайки, Спайдер, стритфайтеры.
Кстати, Street Fighter. Кто играл в Street Fighter, а? Это же шикарная игра. А ну слушайте, давайте выборочно что-то пробовать все-таки. Прикольно, что есть два геймпада. То есть можно подсоединить, здесь два USB, два геймпада подсоединили, и в принципе можно вдвоем зашпилить. То есть с детьми чего-то вспомнить свою молодость. Правда, знаете, с чем я столкнулся? Я когда-то с дочки своей покупал такое, мы пытались поиграть, она играет в некоторые игры, но как-то не срослось. Она не поняла таких игр, говорит, папа, это какое-то... говорит, ты, наверное, в то время еще в набедренной повязке ходил и копьем мамонтов гасил. Вот я вам серьезно говорю. Я был очень сильно удивлен, потому что я ходил без набедренной повязки, мне было все равно. Так, выбираем кого-то. А ну, слушайте, а если я второй сейчас геймпад подключу? Оно подхватит его? О, второй геймпад появился. А ну, старт нажмем. Не, надо на старте игры, чтобы было два геймпада. Ладно, потом посмотрим. Давайте, кого мы тут выберем. У нас, во-первых, режим аркадный на одного плеера. Давай, поехали. А ну. Боже, какие тогда были девушки бодипозитивные, да, в играх? Ой, да ладно, слушайте, это еще и все работает. Прям приятно. Да, все мягенько, все красиво, в том плане, что без особых каких-то проблем. Блин, этому бы еще научиться. Я не играл в такое много-много лет. Он еще и в кандалах каких-то. И мне, по-моему, дает пилюлей какая-то бодипозитивная девочка. Она такая, базовый минимум. Ты должен мне купить квартиру, машину, яхту. А он такой, да нифига себе, из-за тебя уже в кандалах тут такой сижу, короче, все. И она такая, нет, базовый минимум. Где мой Мазерати и мой кабриолет? И почему ты мне не заказал бизнес-класс? И мы в Дубай не слетали в этом месяце, и все, и просто ты мне должен отдавать, ты должен зарабатывать 1 миллион. Все, мы победили эту конченую базовую минималку. Да, для того, чтобы выйти в главное меню, нужно зажать Select и Start вместе. Давайте еще одну какую-то игру. Star Wars есть. Да ладно, эпизод 1 Jedi Power есть. Слушайте, они прям заморочились. Space Invaders. Ай, классический, старенький, вообще классная тема. R-Type. Да ладно, что вы со мной делаете, а? Ладно. PSP. PlayStation Portable. Кто помнит это? Bubble Trouble. Старая игрушка, прикольная. Кто помнит шикарную консольку, да, наручную по типа сейчас Элая, Эли, да, и насколько это все сейчас эволюционировало. Прям вообще топово. А что это за игрушка? Ну давайте стартанем. Слушайте, ну все работает. Все работает. Сейчас мы еще поищем какие-то игры экзотические. Мне интересно, в Синклере... Ага, все, я понял. В ZX Spectrum. А вот, кстати, PSP работают на весь экранчик. Видели? Trailblazer. Такое что-то знакомое. Вообще капец. А, вот это я помню, вот этот прикол. Здесь ускоряешься, замедляешься, выбираешь полосу, да. Смотрите, какая графика. Еще и графика, блин, прикольно. Ой, я что-то врезался. Да ладно. Ну, это прям классная игрушка. Ну, я умею играть, да? Вы поняли, да? Я прям профессионал в таких играх. Вообще прям суперово. Неплохо, очень даже неплохо. Хорошо, ладно, это работает. Проверили. А напишите в комментариях, кто в какие тайтлы именно знаменитые играл на таких вот конкретно старых компах. Я с удовольствием поиграю потом. Пакман. Нет, Пакман себя ставьте. Монополия есть, да ладно. FIFA Street 2, это FIFA на улице. Final Fantasy 2. Что тут еще есть? Дракула, это понятное дело. И Age of Zombie, Battle Poker. А ну подожди, балунсы. Давай балунсы запустим. Старая игрушка, блин, рабочая. Смотрите, вы просто... Ладно, я сразу выхожу. Я просто попробовал, что она работает. Меня интересует больше какая-то вот совсем экзотика. Это сейчас можно запустить везде. Sinclair ZX Spectrum. Это то, на чем я начинал программировать в свое время. Это прям вообще очень-очень топовая тема. Смотрите, если быстро перелистывать, он показывает буквы, и ты контролируешь именно буквы. Мне интересно на букву S. Давай, мне вот прям очень важно на S найти. Боже, сколько их, сколько здесь этих игр.
Их реально 90 тысяч? Я их считать не буду, вот я вам честно скажу. Если вы хотите, посчитайте. Можете замедлить потом, пересчитывать. Это просто, вы посмотрите, сколько нафиг здесь игр. Это Spectrum. А ну-ка. Ну, на Спектруме, те, кто помнит, там, конечно, графичка еще та. Star Wars. Вы видели, сколько Star Wars на Спектруме? Вы видели графику на Спектруме? Я Спектрум даже рассматривать не буду. Слишком много. Хочу запустить еще какие-то. Sega Mega Drive. Ну, давайте, Mega Drive. Слишком много игр для того, чтобы это уместить в какой-то обзор. Мне легче для вас сделать обзор, как вот это все запилить на коде. Вот просто вот хочется сделать, чтобы вы понимали, что вообще на любом ТВ-боксе такую можно сделать тему. Смотрите, по Sega Drive вообще просто жесть. Бэтмен, европейский Бэтмен, кстати. Там есть Бэтмен Джапан, а есть Бэтмен Европа. Улицы Готэма, да ладно, и Бэтмен работает. Слушайте, а все миленько работает на самом-то деле. Видите, не тормозит. Перегреваться она не будет 100%, потому что сделали активное охлаждение. Но давайте вот по минусам. Охлаждение, честно говоря, то еще, оно шумное. Вот если вы хотите понимать, оно шумит. Оно реально шумит. И вот я бы, честно говоря, не заморачивался. Я бы лучше радиатор больше поставил. Ну, слушайте, Бэтмен работает хорошо. Я бы лучше радиатор поставил побольше, чем морочился и колхозил вот такое вот активное охлаждение. Слушайте, по Мегадрайву понятно. Genesis, Мегадрайв. А ну давайте еще какой-нибудь. 3DO. Вот обычно мне там нарекают, работает ли 3DO. Ой, Alone in the Dark. Мама родная, как я боялся играть в эту игру когда-то. Как я боялся в нее играть. Слушайте, ну подтвердить, рабочая эта штука или нет, я могу, она работает. Все практически игры запускаются без проблем. Spectrum, вот честно, для меня сомнительно. Там, где есть клавиатура, Commodore, Spectrum, там, конечно, запускать это все очень тяжело. А ну давай, запустятся 3D-шные игры, потому что 3D-шные игры, они действительно были чуть такие тяжеловатые для эмуляторов. Ой, слушайте, ну, она задом идет. Она задом. Я помню эту игру, капец. То есть ты мог там драться, ты мог выбрать драться, допустим, там ходить. И вот Alone in the Dark, там просто там вот эти вот зомбаки потом ломились. Слушайте, это работает? Ну давайте еще что-нибудь 3DO запустим. Давайте посмотрим, что на... Вау, Out of this World. Вы играли в эту игру? Если вы не играли в эту игру, то вы не играли ни во что. Это просто топовая игруха. Так, новая игра. Да, это она. Подожди, мы должны выплыть. За ней водоросли. Давай, выплывай, ну. Все. Вы играли вообще в эту игру? Это такой топовый, короче, вот платформер, да, там вообще тема. Это просто классно. Это надо перепрыгнуть. Перепрыгивай. Блин, все, она его раз поранила и убила. Тут везде, ты можешь умереть здесь везде, от любой царапинки, от любой фигни, блин. Поняли, здесь дается пароль, короче, и можно продолжать. Я не знаю, если вы не играли в эту игру, вы просто, я не знаю, я не хочу ругаться. Но она здесь есть, она работает. Так, Return Fire, Road Rush, Star Control, что там, Incredible Machine, о, твою мать. Need for Speed. А ну стоп. И Wolfenstein 3D. Слушайте, для меня уже все. Дайте мне вот все. Вот это самые нормально потраченные $59, которые я потратил в своей жизни. Я вам серьезно. Вот этот вот Out of the World и, короче, куча игр. Мне нравится. Знаете, что мы сейчас сделаем? Я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали. Я выткну карточку, загружусь без нее. Для того, чтобы загрузиться в режиме TV-Box, нужно просто выткнуть карточку. Давай, стартуй. Вы сейчас узнаете эту игру 100%. Давайте, free to play. Ну, шумный собака вообще, блядь, просто вынос мозга. Давайте, free play. Блин, стартуй. Free play. Стартую. Режим свидания. Это что вообще? Куда я вообще зашел? Какой режим свиданий нахрен? Выбрал.
Фриплей. Дальше. Что здесь надо? Здесь на каком-то японском. На японском написано. Что? Да ну нафиг, не. Я вот в японском вообще не шарю. Какую-то кнопку надо нажать правильно. Ладно. Это был Need for Speed. Что за бред вообще? Ну ладно, Incredible Machine. Ну не все идеально. Я тут должен тоже это показывать. Я мог бы вам сейчас навалить, знаете сколько? Что все идеально. Вообще далеко не идеальная штука на самом деле. Dynamics. Вот это, кстати, классная тема. Ага. Все, я вспомнил. Если кто помнит, что это такое, здесь нужно машинки строить, чтобы что-то делать, какие-то пазлы там ну пазлы это в другой версии, то есть вы строите машины, которые по взаимодействию, там шарик упал на качельку, качелька что-то зацепила, тоже такое очень старое. Если кто помнит эту игру, напишите. Меня она не впечатляет, но в принципе ничего, так на разик сыграть можно. 3DO, Nintendo DS. У меня, кстати, есть оригинальных два Nintendo DS, при этом один есть 3D, а один простой, лежат дома. Вот, не знаю, хотите, кому-то могу продать, подарить, если кто там в Украине. Пожалуйста, могу сделать такое дело. Nintendo 64. Короче, ребят, теперь мы выткнули карточку. Конечно, у нас все висит. Выткнули питание. Включаем и посмотрим, что у нас получится. И мы видим HK1 Airbox. Тут все просто. Это не Android TV, как они пишут в самой настроечке. Заходим в настройки. Здесь обыкновенный TV-бокс. При этом, если я зайду в Device и About, то мы увидим, что здесь HK1 Airbox X4. А это конкретно OEM база для производства Tanix Vonter X4, чтобы вы понимали. Это конкретный Vonter X4. Сюда можно поставить даже тот же самый ваш любимый Slimbox, использовать как обыкновенный TV-бокс, и никаких проблем не будет. Поэтому я думаю, что в принципе данный девайс хотя и заслуживает внимания, но вот это вот доработанное охлаждение, очень шумное, которое работает при любом раскладе, оно никак не регулируется. Честно говоря, очень дешевые геймпады. Да, работающая система, то есть если я сейчас ее воткну обратно и перезагружу, она опять загрузится в эту консоль. Работающая система, это все понятно. Я могу его рекомендовать, если вы не хотите заморачиваться. Очень много материалов вот видите, Linux начал грузиться, то есть на базе EmuElec. Очень много материалов в самом интернете. EmuElec, тот же самый CoreElec, туда можно EmuElec установить. Либо Betasera есть такие системы. Да? Это все делается очень-очень просто. И не нужно, там, допустим, покупать готовые решения, особенно если у вас уже есть TV-бокс. Но вы должны понимать, что не на всех TV-боксах можно поднять оригинальный EmuElec. В основном это на M-Logic делается. И знаете, что еще? Что иногда оснащение, потому что это, по сути, это игрушка, которую вы поиграете, ну поверьте, ну максимум там неделю, пока она вам не надоест. И покупать дорогие геймпады, 2 геймпада для того, чтобы поиграть в вот такую вот какие-то ретро-игры, я бы не стал бы. Поэтому это готовое решение, в принципе, заслуживает внимания. Давайте еще что-нибудь запустим, давайте из Atari. А, кстати, у меня к вам просьба. Кто помнит Atari, на Atari игра, бегает полицейский по этажам и пытается догнать воров. Если кто-то помнит, напишите, пожалуйста, я буду очень благодарен. Я ее не могу долгое время найти. Я в нее играл еще в школе и не могу вспомнить, как она называется и как она выглядит. То есть вот по типу, ну это Donkey Kong, да, там, грубо говоря, старая тема. Double Dragon, блин, это все старые игры, они все классные, они все рабочие. С определенными моментами. Не все 100% могут запуститься, потому что для некоторых существуют там какие-то ограничения в виде какой-то специфической клавиатуры. Pac-Man, интересно, запустится атаревский Pac-Man. В виде каких-то ограничений клавиатуры, каких-то аппаратных ограничений. Но то, что здесь огромное количество игр, работающих консольных моментов, мы это подтверждаем. Можно ли в это играть? Да запросто. Ну давайте стартуем. Как его стартануть? Билли в блинке. Господи, зачем спинки? С инки. Ну давайте уже запускайте. Миссис Пакман. Давайте стартуем. Как это все запустить?
То есть, ну, мы понимаем, что Pacman по факту рабочий, и никаких тоже проблем у нас не возникает. Поэтому я, в принципе, и рекомендую, и нет. Потому что для меня это детская игрушка, которая хватит на неделю. Как TV-бокс, это, честно говоря, такое себе решение. Это надо шить, надо придумывать, надо что-то делать. Допустим, в базовой прошивке это такое себе удовольствие. Но в целом неплохо. Неплохо. Себе бы второй раз такой не купил. А вам, в принципе, поиграть и детям показать, во что играли в свое время, советую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.